вечер, уважаемые коллеги, друзья. Если есть новые лица, люди, которые пришли на этот эфир, всем добрый вечер. Мы начинаем серию эфиров прямых и разговора о красоте. Сегодня наша встреча касается, что же такое красота по-швейцарски. Понятие красоты – это очень древнее понятие, и люди еще с древних времен старались ухаживать за собой. Известный персидский вождь Суренос, прежде чем пойти на битву к римлянам, он ждал своего парикмахера, который ему сделал красивую прическу, и после этого он только отправился на бой с римлянами. Вообще красота – это понятие очень большое. Говорить о ней можно сколько угодно, но любой человек стремится быть красивым, совершенным. И сегодня эта встреча посвящена именно красоте по-швейцарски. Об этом нам сейчас спикером нашей встречи будет Овешникова Наталья, руководитель громаднейшей структуры Южного региона России. Сюда входят представители Дагестана, Чечни, представители Ростова-на-Дону, многие страны мира. К сожалению, в этой встрече не будет принимать участие врач-косметолог Абакарова Зумруд. Просто по обстоятельствам она не смогла участвовать в этой встрече. Но я думаю, она будет у нас встреча интересная. Вы зададите много вопросов, на которые мы будем отвечать вам. И я так думаю, в конце встречи мы узнаем все-таки, что же такое красота по-швейцарски. Пожалуйста, Наталья. Добрый вечер всем присутствующим. Рада, что вы нашли время и что вам интересна эта тема. Это мой первый прямой эфир, поэтому прошу быть снисходительными, если будут какие-то недочеты. Я очень волнуюсь. Тема была выбрана не случайно. У нас ведутся прямые эфиры в Инстаграм на тему ухода, на тему красоты, и проводят их Гайена Гетфрид с приглашенными косметологами. Сегодня я не буду говорить о том, как правильно пользоваться той или иной продукцией, как ее наносить, какая последовательность. У нас тема совершенно другая. Чем швейцарский подход к уходу за кожей, да, и сохранению молодости отличается, в принципе, да, от, скажем, разработок, да, и направлений, которые приняты, ну, может быть, в России, в других странах, и так, ну, вот, как бы в других регионах. И почему же именно Швейцария стала для нас приоритетом? Ну, поскольку я представляю огромный международный концерн «Вивасан», я должна сказать для тех, кто, может быть, не знает, что мы являемся генеральным представителем именно швейцарских заводов-производителей. И некоторые из этих заводов занимаются именно производством лечебной косметики, косметики уходовой, косметики антивозрастной. Швейцарский стандарт качества вообще принят за эталон во всем мире. Я не буду говорить о том, что известные как бы, да, такие линейки, как швейцарские часы, швейцарский шоколад и так далее, швейцарские банки. Я должна сказать, что, например, в производстве фармпрепаратов Швейцария занимает лидирующее место в мире. В производстве косметических средств это также мировой лидер. Очень многие передовые разработки Швейцарии используются в дальнейшем в других странах в индустрии красоты и молодости. Если раньше, в середине 20 века, когда шел огромный такой скачок, шел в развитии химической промышленности и применялись передовые какие-то разработки, да, они сразу шли, внедрялись в косметологию, в различные средства по уходу,
то где-то с 90-х годов XX века мировое сообщество и производители обратились в сторону природы. Это называется сейчас зеленое направление такое, да, в уходе. То есть возвращаемся к истокам. Это касается и здорового образа жизни, да, и правильного питания. Но в данном случае мы говорим о косметике, о уходе именно за кожей лица, тела, волос. Швейцарцы вообще, они не особо приветствуют яркую декоративную косметику, они стараются избегать этого. Здесь приняты такие стандарты, что чем ближе к натуральному, тем лучше. Просто важно качество этого натурального. То есть что такое красота лица по-швейцарски? Это чистая, здоровая кожа, это матовая кожа, это здоровый румянец или здоровая бледность, неземлистая кожа. Это, конечно, упругая кожа и желательно обойтись без морщин. Естественно, в Швейцарии есть крупные косметические центры, где проводятся самые передовые процедуры, да, инъекционные, аппаратная косметология, это безусловно. Но без ежедневного ухода за собой смысла особых в этих процедурах нет. Если мы опять же обратимся к швейцарским стандартам, то вообще надпись на продукте «Произведено в Швейцарии» – это уже показатель самого высокого качества, и это известно во всем мире. И значок крестика на продукте, вот сейчас у меня колокольчики, вот этот значок не означает, что это просто произведено в Швейцарии. Это знак качества в Швейцарии. Кстати, не только швейцарцы занимаются производством натуральной продукции. Действительно, к этому обращаются многие мировые производители. Но контроль качества, он очень жесткий именно в Швейцарии. И эти стандарты вынудили швейцарское правительство в 2016 году принять соответствующее постановление в законодательстве, которое вводит определенные нормы. Допустим, не менее 90% компонентов в том или ином продукте, в том или ином креме или сыворотке, или там геле каком-то, это не менее 90%, это должны быть натуральные растительные компоненты. Если вводится какой-то компонент животного происхождения, это может быть, допустим, молоко. У нас есть такие продукты. Это могут, ну, то есть ограниченный очень такой набор, да, продуктов, компонентов животного происхождения. И еще один такой момент. Если мы говорим о производстве Швейцарии, производстве какого-то продукта, то по этому закону 80% расходов на исследование, разработку и производство должно приходиться именно на Швейцарию. Тогда только ставится маркировка на продукте «Произведено в Швейцарии». Вот такие у них приняты стандарты. То есть натуральность, но при этом очень высокие стандарты, без использования парабенов, без использования синтетических консервантов, отдушек, красителей, ГМО. Продукты животного происхождения очень жестко регламентированы. И в связи с этим мы имеем продукт натуральный, но высочайшего качества. Я сейчас хочу обратиться к слушателям. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите, задавайте. Техподдержка не будет их озвучивать. Наталья, могу я вам задать вопрос? Какие активные компоненты входят в состав наших кремов, сывороток, вообще
вообще? Почему они именно Да, отличаются? конечно, конечно. Я немножко позже хотела к этому обратиться, но раз сейчас возник этот вопрос, то, конечно. Если продукт натуральный, кстати, первый вопрос, который возникает у того же потребителя, а как же быть с консервантами, если запрещены синтетические консерванты? Так вот, в данной продукции консервантами являются сильнейшие экстракты растений, да, то есть экстракты в просто запредельной концентрации, и эфирные масла. Это может быть эфирное масло чайного дерева, розмарина, лаванды, пачули. Очень много эфиров такого высокого качества используется для консервации кремов, сывороток. Дальше, если мы говорим об активных компонентах, которые именно целенаправленно действуют, да, по той или иной проблеме, то, конечно, здесь, скажем так, наукоемкие такие разработки позволяют включить в состав даже стволовые клетки растений. Если кто-то слышал, то по поводу стволовых клеток уже не первый год ведется дискуссия по их запрету. Так вот, растительные стволовые клетки, они разрешены. Например, у нас есть серия «Зеленая икра», это так называется водоросль каулерпа, очень ценный компонент, но в эту серию также входят стволовые клетки кактуса, опунции. Есть у нас также активные ингредиенты, допустим, в креме Gold, это 24-каратное коллоидное золото. Есть у нас изумительный продукт, крем ДНА, тоже в антивозрастной серии. Что такое ДНА? Это дезоксирибонуклеиновые кислоты. Если вы где-то в интернете посмотрите, они в виде спирали. Они сохраняют генетический код клетки, они предотвращают старение, они поддерживают и восстанавливают эластичность кожи. Когда-то, кстати, довольно, уже давненько, лет 7 или 8 назад, мне в руки попал очень серьезный журнал, прямо толстый, такой большой, для косметологов, которые привезли с очень солидной такой выставки международной в Москве. Профессиональный журнал, не для потребителей. И там я с удивлением нашла одну статью, посвященную вот дезоксирибонуклеиновым кислотам. Был список представлен кремов, выпущенных разными странами, в состав которых входит вот эта молекула ДНА. То есть там порядка десятка кремов было. На первом месте стоял крем ДНА Вивасан. То есть он занимал первое место, и это был журнал профессиональных косметологов. Наталья, я вам задать еще один вопрос. Какие кремы, они вообще отличаются для аллергиков? Что-то мы можем использовать? Кстати, очень хороший вопрос, Лидия, потому что когда сталкиваешься с людьми и говоришь о том, что косметика натуральная, да, многие относятся с такой вот опаской, потому что в наше время действительно количество аллергиков с каждым годом увеличивается. И в той же Европе сейчас 60% населения, это в благополучной Европе, 60% населения страдают аллергией. Здесь о чем нужно всегда знать, что продукт должен быть очень высокой степени очистки, да, если туда включены активные растительные компоненты. Мы говорим о том, что, допустим, наши эфирные масла завода Эликсана Ароматика проходят 4 степени очистки. Это очень трудоемкий, дорогостоящий процесс, и на выходе мы имеем продукт высочайшего класса. И эти эфирные масла также входят в составы наших кремов. Но чтобы вы понимали, таких эфирных масел всего по качеству всего 1% от всего мирового производства. Вот можете себе представить, да, в мире производится много
эфиров очень хорошего качества, но вот такого качества всего 1% в мире. Что еще важно? Что не так давно значит, было принято законодательство определенное, да, по которому в составы косметических продуктов не должны входить 16 определенных компонентов, которые имеют вероятность, даже пускай маленькую степень вероятности, вызвать хоть какие-то аллергические реакции. И эти 16 ингредиентов, они как бы приняты как обязательные, да, для исключения их из состава серьезной косметической продукции. Вивасан пошел дальше и расширил этот список до 20 таких компонентов. У нас есть серия Вивадерм, но у меня здесь, к сожалению, вот только один продукт, да, серии Вивадерм, это ламеллярная серия, это пенка очищающая. И сейчас вышла серия Вивадерм Мед. Там несколько продуктов. Именно добавлено слово мед, потому что из этой серии, из его состава убраны вот эти 20 компонентов, которые имеют даже вот минимальный процент риска для очень тяжелых аллергиков. А людям, даже аллергикам, им все равно нужно ухаживать за кожей, ведь правильно? Поэтому без этого они обойтись тоже не могут. Я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо большое. А еще вот такой вопрос, вот меня уже вот просто меня попросили задать вам. Что бы вы порекомендовали для улучшения состояния кожи, волос в первую очередь? Именно в первую очередь. Сейчас мы подходим к другому пункту, да, к другому разделу моего сегодняшнего эфира. Когда мы говорим о том, что кожа должна быть красивой и здоровой, да, мы должны сказать, что кожа – это орган, и это самый большой орган человека, человеческого тела по своему объему, и это также выделительная система. Кожа отражает все, что происходит у нас в организме. Даже малейший сбой нервной системы, какой-то стресс, нарушение питания или поехали в другой регион, там другая вода, все это отражается на состоянии внутренних органов, в первую очередь желудочно-кишечного тракта, и, естественно, все это отражается на коже. Также мы должны учитывать это и нужное количество сна, отдыха, режима своего и так далее. Ну, вот в связи с этим всем вышесказанным я хочу поговорить о таком понятии, как нутрицептика. То есть наряду с косметикой или с космецевтикой, которая у нас тоже представлена, это косметика уровня лечебной. То есть два слова сочетаются: косметика и фармацевтика. Получается космецевтика. И есть еще такое понятие нутрицептика. То есть это косметика, которая идет изнутри, питание. Да? Мы говорим о том, что каждый день наш организм должен получать порядка 900 необходимых компонентов: макро-, микроэлементов, минералов, витаминов. Это не касается пищевых волокон, это совершенно, это клеточное уже, как бы, да, вот восполнение. И поэтому, опять же, во всем мире уже принято говорить о так называемых витаминах молодости и красоты. Я думаю, что многие из вас наверняка интересовались этим, да, и слышали что-то такое. А когда же что-то будет изобретено вот, да, для молодости, для красоты? Ну, должна я вас порадовать, что на самом деле многое уже было изобретено давно. Для молодости и красоты мы всегда рекомендуем принимать почаще такой наш изумительный напиток, как артишок. Да? Это идет очистка печени, очистка крови, да, очищение желудочно-кишечного тракта. Очень хорошо работает на очищение кожи, на восстановление даже ее цвета,
она светится, вот когда люди пьют артишок и бузину, потому что бузина работает также по лимфе, она улучшает качество лимфы. Я уж не говорю о том, что это почки наши, да. Великолепный результат дает применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, масло энотеры, молодость навсегда, у нас тоже растительные омеги. Замечательные результаты получены по улучшению состояния кожи и волос и даже при очаговой аллопеции, когда применяем масло гранатовых косточек. Все вы, наверное, слышали про такой компонент, да, необходимый нашему организму, как убихинон или коэнзим Q10. Да, это была Нобелевская премия присвоена за это открытие. Вот это вещество, оно синтезируется очень хорошо в молодые годы в нашем организме, а с возрастом его концентрация падает, мы должны его восполнять. За границей пьют ежедневно. Это то, что дает нам силы, это то, что дает регенерацию всех клеточек, всех органов. То есть это реально витамин молодости. Для женщин крайне важно фитоэстрогены принимать, и это фито-40, еще изофлавоны сои и масло граната. Это, как мне говорят, а как долго их надо принимать? Я говорю, а как долго вы хотите оставаться молодой и красивой? Вот, понимаете, вот столько и надо принимать. То есть считайте, что это женские витамины до конца жизни. Дальше, что я хочу сказать, что в состав витаминов, да, для молодости и красоты всегда должны входить витамины группы А, это определенное, да, тоже направление регенерации клеток идет, витамин С, это и предотвращает хрупкость сосудов, да, и это сильнейший антиоксидант. Вот. Это витамин Е, который препятствует фотостарению, кстати, да, он у нас содержится вот в этом продукте, очень хорошей концентрации, молодость навсегда. И вообще я недавно узнала, что вот даже молодежь за границей, это и Австралия, там и Новая Зеландия, где очень, ну, как бы большая продолжительность жизни, и натуральная продукция вся приветствуется, они с молоду пьют антиоксиданты. То есть это первое, на что они обращают внимание, помимо здорового питания, здорового образа жизни. Это у нас тот же самый гранат, это у нас тот же самый коэнзим Q10, это у нас наш великолепный зеленый чай с мятой, антиоксидант. Это вот она ацерола, витамин С в совершенно потрясающей концентрации, то есть 50-80 раз выше, чем цитрусовых. Вот это у нас один из последних, ну как бы не совсем последний, но последних лет, это куркумин, который является также антиоксидантом. То есть у нас антиоксидантов много. Кстати, омегу мы тоже должны принимать, омегу-3 пожизненно, она у нас как бы в дефиците, и это тоже антиоксидант. То есть чем больше мы пьем антиоксидантов, тем лучше у нас кислотно-щелочной баланс будет в организме, тем меньше будет свободных радикалов, клеточки будут здоровые, правильные, все это отражается на нашей коже. Наталья, еще вот такой вопрос у меня здесь попросили задать. Рекомендации для женщин разного возраста. Есть ли такие рекомендации, вот четкие, конкретные? Потому что очень многие считают, что, в общем-то, если человек родился красивым, эта красота может сохраниться и до старости. Да, она сохраняется, но все-таки особенности какие должны быть в юношеском возрасте, именно по-швейцарски. Мы говорим сейчас по-швейцарски. Я поняла. Да. Я поняла вопрос. Но генетика есть генетика, конечно, тоже это имеет значение. У кого-то кожа одного типа, у кого-то кожа другого типа и так далее. Но на самом деле состояние кожи можно изменить, понимаете? Это даже речь не идет о косметологических процедурах, хотя они тоже имеют место быть.
Вот, но косметологические процедуры показаны не всем, есть противопоказания, то есть грамотный врач, он всегда собирает анамнез и так далее, а человеку все равно хочется быть красивым, ухоженным. И декоративная косметика, она, ну, как бы, она скрывает дефекты, но она не делает кожу здоровой, и тем более молодой. Что касается рекомендаций, да, конечно, у нас есть серии, которые предпочтительны для молодой кожи. Молодая кожа обычно, когда идет перестройка, гормональная перестройка организма, там активно работают сальные железы на лице, да, и у многих широкие поры. Для такой кожи у нас предусмотрено, у меня здесь сейчас нету, так я не вижу, вообще серия есть пурификанты. Это гель-пурификант и крем-пурификант для глубокой очистки кожи, для восстановления гидролипидного баланса, для того, чтобы поры не забивались и немножко подсокращались, меньше становились. То есть вот эта серия. Также мы рекомендуем серию чайное дерево, туда входит тоник чайное дерево и крем чайное дерево для кожи, склонной к воспалениям. Есть еще у нас для проблемной кожи крем для чувствительной кожи, склонной к куперозу. Это, кстати, да, часто бывает. Ну вот, в общем-то, это основное. И серия Вивадерм, конечно. Вивадерм серия исключительная. Есть вот пенка Вивадерм, я даже не мед беру, не для аллергиков, просто Вивадерм. Пенка Вивадерм. И есть еще такой крем Вивадерм. Они ламеллярные. Что это такое? Ламеллы – это такие маленькие клеточки, которые родственны клеткам человеческой кожи. И если идет повреждение клетки на любой глубине дермы, да, вплоть до 4-го слоя, то вот эти средства, они ставят как заплатку, они лечат эту поврежденную клетку и восстанавливают. Помимо этого, эта серия предназначена для людей с очень сухой кожей, то есть это уже космецевтика лечебная. У нас страдают люди псориазом, другими заболеваниями, дерматитами, сохнет кожа, очень сильно ороговевшей становится. Вот здесь активным компонентом является мочевина, уреа, да, это фармацевтический, как бы, да, вот скажем так, фармкомпонент, и здесь его очень большой процент. То есть, если я правильно помню, здесь где-то 12-15% мочевины. Это очень большой процент, и люди это видят буквально с первых же применений. Кстати, чтобы понимали, тоже вот почему мы говорим о высоком качестве. Ведь многие говорят, ну что кремы, ну что там какие-то, там, ну пускай не сыворотки, но гели какие-то, они же работают только на поверхности кожи. Так вот, швейцарцы выпускают низкомолекулярные продукты, и кремы, и сыворотки. Что это значит? Это значит, что молекула настолько мала, что она проходит через все слои дермы, вот их, да, вплоть до 4-го слоя, очень глубоко, что сопоставимо с инъекциями, и уже на этой глубине начинают работать. И вся продукция, она направлена на то, чтобы включить собственные резервы кожи. Это касается, вот мы поговорили о молодой коже, а у нас как бы очень многие начинают уже антивозрастной уход где-то с 30-35 лет. И у нас много на самом деле продукции, которая показана с 30 лет, с 40 лет, с 50 лет. Сюда входит, в некоторые как бы кремы и сыворотки входит такой компонент, как аргилерин. Это ботулоподобное вещество, только растительного происхождения, без побочных эффектов. Идет эффект миорелаксации, то есть расслабляются волокна, расслабляются нервные окончания, и морщинки разглаживаются, потому что даже вот все косметологи, они говорят, причина как бы, да, вот ухудшения внешнего вида не только, что кожа там становится менее увлажненной, более тонкой, сухой, морщинистой. Вот эти морщинки, они бывают за счет спастики, то есть, ну вот, да, как бы мышечное вот такое вот. И вот такие компоненты, как аргилерин, они расправляют
вот эти морщинки за счет уменьшения сжатия мышечного. Таких у нас кремов на самом деле несколько. Вопрос можно? Тут люди спрашивают. Конечно. Сейчас озвучу. С каких капсул лучше начать для улучшения состояния кожи? Ну, я бы, конечно, сказала, что если мы речь ведем о капсулах, вообще у нас, как бы, да, артишок на первом месте, и вот капсулы Флорамакс, да, то есть капсулы Флорамакс – это микробиоциноз кишечника, потому что у кишечника не только функция, да, вывести все шлаки и токсины, а еще и усвоить все полезные компоненты. Вот если качество вот таких таблеток всяких красоты, да, очень высокое, то все компоненты должны из кишечника, из тонкого кишечника усвоиться и попасть прямо в кровяное русло. Тогда будет смысл во всем этом. То есть без артишока и флорамакса не имеет смысла приступать к вот остальному. Но из капсул, если вот так уж говорить, то на первом месте, наверное, омега. Если человек регулярно потребляет омега-3 жирные кислоты, ну 6,9 мы можем из растительных каких-то масел получать, да, пищи, то вот омега-3 из жирных сортов рыбы, причем именно северной рыбы определенной, да, определенных сортов, мы можем получить, к сожалению, только из капсул. Нет у нас, мы не в Японии живем, и так, не в Норвегии, ну, хотя там как бы тоже производство, в общем-то, рыбы это на поток поставлено, это не дикие сорта. Вот здесь у нас дикий лосось и дикий криль. Вот, то есть вот это. И люди замечают очень быстро улучшение. То есть месяца через 2 это уже видно. Это уже видно, кожа становится совершенно другая. Очень хорошее действие идет вот масло граната. То есть можно их параллельно. Еще что хочу сказать, что вот эта вивасановская омега, она больше чем в 10 раз усиливает действие всех параллельно принимаемых продуктов. Вот это можете учитывать. То есть я аналогов не встречала. Наталья, вам можно задать еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, есть ли универсальные кремы для всех возрастов? Универсальные кремы для всех для всех типов кожи? По коже, конечно. Мы же о косметике говорим. Ну, смотрите, ну как бы все равно есть разница кожа молодая, да, и кожа возрастная. То есть, допустим, 20 лет и 50 лет коже требуются все-таки разные вещи. Ну, все-таки, согласитесь, ну, не да? могли бы вы разделить как-то все-таки тогда до 25, до 30, до 40, после 50? Хорошо, хорошо. Молодая кожа, если человек просто универсальный какой-то крем спрашивает, это мы часто рекомендуем крем календула. Универсальный. Это увлажнение, питание, противовоспалительный, быстро впитывается. Вот для любого типа кожи. Он не будет возрастную подтягивать, он не будет работать против морщин, да, но в целом уход очень хороший. И солнцезащитный фактор. Вот. Скажем, если человек хочет уже целенаправленно, чтобы серия была, это у нас вот такая серия есть Viva Beauty, да, для молодых, ну, скажем так, до 30 лет. Здесь дневной крем, ночной крем, гель очищающий, но его можно для любого возраста использовать. Вот, серия великолепная. И все дневные кремы, кстати, Vivasan включают природный солнцезащитный фактор, где-то 15 SPF, достаточный для городских жителей, не для длительного нахождения, конечно, на солнце, где-то на море там, допустим, или в горах высоко там, да, или где-то в саду там человек 2-3 часа работает. Нет, это, конечно, нет. Вот, вот такая серия для молодой кожи. Ну, если кожа чувствительная, молодая, то у нас есть крем вот с такой серии, да, вот он, для чувствительной кожи, да. То есть, пожалуйста, это хоть она молодая будет, хоть не очень. Это уже не имеет значения.
Серия BTY от мимических морщин, она, кстати, тоже часто используется уже даже лет в 30. Есть люди, у кого мимические морщины очень рано проявляются, именно мимические. Эта серия сыворотка и крем работает практически моментально, с первого нанесения, с первого дня. И в программу использования вот как бы этой серии всегда дополнительно еще включается крем ДНА. Вот с этой дезоксирибонуклеиновой кислотой схема есть, три компонента, которые работают вот просто исключительно. Ну, что еще могу сказать? Что... Допустим, вот у нас сейчас хит продаж – это гель Биофоскин, да, био для кожи переводится. Плотный, довольно плотный гель, но он быстро впитывается с дозатором. А здесь это тоже растительная альтернатива ботокса. Хорошо, спасибо большое. Наталья, а скажите, пожалуйста, вот если человек совершенно не пользовался продукцией Швейцарии, с чего ему надо начать? Можно взять из косметических, пусть ему возраст 30 лет, 35, чтобы мы в первую очередь порекомендовали этому человеку. Ну, если интересует уход за кожей, ну, это то, о чем говорили, в принципе, косметологи, да, это, хоть это будет Швейцария или не Швейцария, допустим, в любом случае уход за кожей начинается с очищения. Что предлагают наши производители? Да, это у нас несколько заводов, которые производят такую продукцию. Для очищения у нас в серии, вот голубой я показывала, да, Serenity of Use, флакон большой такой голубой, это гель для очищения кожи. Расход очень маленький берется, никогда мы грубо кожу не очищаем, это идет глубокая очистка кожи. Если кожа уже после 30 лет, рекомендуется после этого геля, ну, вопрос был задан лет 30, поэтому я говорю, мы рекомендуем использовать тоник, лосьон-тоник из другой серии, уже возрастной. Сюда входит вот такой крем для лица, вот этот лосьон-тоник и два вот таких крема, дневной и ночной. Это уже пептидная косметика. Если кто-то слышал, пептидная косметика – это косметика самого высокого уровня, да, белковые молекулы, антивозрастные. Вот сюда входит, даже в лосьон-тоник входит пептид Матриксил 3000. Вот этот лосьон-тоник очищение завершает, и плюс он улучшает дальше проникновение полезных веществ из кремов. Вот то, что я бы порекомендовала. Почему именно эту серию? Потому что, во-первых, это уже уровень пептидной косметики, во-вторых, здесь уже разные фазы ухода идут, да. Первое, гелем, ну, голубым пускай, мы снимаем верхний слой грязи, так сказать, да, и поры очищаем. Тоником мы тонизируем и даем возможность активным компонентам кремов дальше проникнуть. И дальше наносим либо дневной, либо ночной крем. В дневной крем также входит солнцезащитный фактор натуральный. И сюда входит такое вещество, как илюмисцил, которое препятствует пигментации кожи, защищает от пигмента, от появления пигмента. Поэтому вот как бы здесь такой широкий комплекс, он сразу решает несколько проблем, вот, скажем так, начинающегося, уже возрастного и в том числе фотостарения кожи. Спасибо. Наталья, а вот если все это резюмировать, чем же все-таки отличается уход по-швейцарски от всех остальных? Вот просто ну, я уже говорила о том, что швейцарцы, они, во-первых, свято чтут все, что касается экологии, да, в своем государстве. Там даже воду они могут пить на улице из фонтанов, да, где мы такое здесь можем увидеть, нигде. Поэтому очень такое трепетное отношение к натуральному продукту, чего бы это ни касалось, питания или ухода, да, или источников каких-то термальных там и так далее. То есть максимально используют натуральную продукцию, натуральные компоненты самого высокого качества. Почему? Потому что, кстати, в стандартах по производству натуральных средств, вот у нас же тоже и российские есть производители, и в других странах есть производители, первым пунктом идет отслеживание
откуда идет сырье. То есть проверенные плантации. Вот здесь это есть. То есть вот эти требования высочайшие у швейцарцев, они к этой продукции применимы на все 100 или даже больше 100%. Да? Дальше, не использование, я уже говорила, ни ГМО, ни искусственных консервантов, ни красителей, ни отдушек, ни каких-то компонентов, которые хоть в какой-то степени могут быть вредны для здоровья. И в то же время эти технологии дают возможность активным компонентам проникнуть максимально глубоко в кожу, да, это альтернатива инъекциям. Но инъекции будут действовать какое-то непродолжительное время, а если человек регулярно ухаживает такими средствами, у него идет постоянный, глубокий, клеточный уход за кожей, и кожа начинает, даже возрастная, самостоятельно вырабатывать коллаген, эластин, и в зрелом возрасте мы видим очень хорошее состояние кожи, когда женщина выглядит намного моложе своего биологического возраста. Наталья, спасибо большое. А можем мы использовать эфирные масла, которые у нас есть в арсенале? И какие масла? Кремы, сыворотки? Ну, расскажите чуть-чуть об этом хотя бы. Да, конечно. Если чуть глубже коснуться этого, то эфирные масла используются очень широко. Эфирные масла именно завода Elixan Aromatica мы используем, то есть это завод номер 1 в Швейцарии по производству эфирных масел. И помимо того, что они используются и профилактически, и в плане лечения, восстановления там, да, при различных заболеваниях, конечно, нам хочется всегда использовать их для красоты, правильно? Ну, все, наверное, знают такое понятие арома ванны. Вот если вам интересно, сейчас жаркое время года, я регулярно принимаю арома ванны. Да? Но у нас есть определенные законы принятия арома ванн. И я реально вижу, как они работают по коже. Это реально видно. Да? Это могут быть те масла, которые вам нравятся, которые вам подходят, и которые преследуют какую-то определенную цель. Да? Но это как бы более такой длительный, конкретный разговор, поэтому я сейчас на конкретных маслах могу не останавливаться. Я могу сказать, что я лично часто использую масло пачули, масло розового дерева, это то, что как бы я люблю, да, масло 33 травы часто использую, и масло розмарина. Дальше, что еще могу сказать? А то, что касается кремов, ну, это мое как бы видение. Те кремы, которые уже являются антивозрастными пептидными, я туда обычно масла не добавляю, потому что там настолько сбалансированная рецептура, что я даже не хочу туда внедряться, понимаете? Я могу использовать эфирные масла в смеси с базовым маслом, и 2-3 раза в неделю, даже в летнее время я это делаю. Зимой я делаю это чаще. То есть я делаю смесь базовых масел, у нас это органа, у нас жожоба, у нас авокадо, и туда добавляю определенные эфирные масла, в том числе у нас есть прогормональные эфирные масла для возрастной кожи, те масла, которые дают быстрый лифтинг и так далее. Вот. И с этой смесью я делаю массаж, самомассаж лица. Техники массажа вы можете найти в интернете, их несколько. Вот, это фейсбилдинг там, допустим, да, то есть это все применимо и прекрасно работает. То есть эффект тоже виден. Дальше, что еще можно? Для кожи тела точно так же после ванны наносим тоже, допустим, масло органа в смеси с эфирными маслами. Вы увлажняете, вы питаете кожу, вы защищаете ее летом, допустим, от солнца, а зимой от пересыхания в связи там, с искусственным отоплением в помещениях. То есть вы сохраняете молодость и красоту своей кожи. Кроме того, иногда мы добавляем эфирные масла в шампуне. Это часто масло розмарина использую, можно тимьян использовать для укрепления волос, но розмарин, он как бы шире работает, даже сами волосы другими становятся. Лаванды. Если у человека есть сибария, то это может быть лаванда или чайное дерево. Чайное дерево. Вот, поэтому, ну, и еще вот такой момент. Летом, когда жара,
Ну, можно и весной, и осенью, когда особого холода нет. Я люблю делать аромалед. И это, кстати, такой лайфхак от англичан даже. То есть англичане, видимо, у швейцарцев подглядели, подсмотрели и стали активно сейчас использовать. Да, я беру сливки или молоко, довольно жирненькое немножко, туда добавляю, как эмульгатор, туда добавляю несколько капель эфирного масла, разбавляю водичкой, все это разбалтывается, заливается в формочки, и утром, вечером, вот процедура после того, как я умылась, очистила, я протираю по массажным линиям и не смываю какое-то время, и могу делать массаж прямо по вот как бы этому составу. Очень тоже хорошо. А потом уже смыть. Минут через 10-15 можно смыть. Спасибо. Еще какие-то Можно вопросы? еще пару вопросов, но, возможно, вы на них уже отвечали. Да. Вот я сейчас зачитаю. Только сейчас появились комментарии на сайте. Извините, был технический косяк. Вот для сухой кожи, для уменьшения морщин, что лучше использовать? И второй Значит, вопрос. Вот я если... поняла. Но опять же мы говорим о том, сухая кожа, она где, лицо или тело. Кстати, я должна сказать, что уже имели прецеденты, когда люди злоупотребляют, я говорю, не просто там делают, а злоупотребляют пилингами, да, серьезными пилингами лица, в салонах, я имею в виду, да, не дома, то истончается кожа, она становится тонкой, сухой, и в дальнейшем это ранние морщины. Но в принципе у нас есть вот в этой серии, опять же, я повторяю, крем Вивадерм с мочевиной. Это для очень сухой кожи. Хорошо для сухой кожи работает крем Календула. В принципе, можно использовать крем Виваактив Мертвое море. Сюда входит гиалуроновая кислота. То есть увлажнители, да, сильные. У нас для возрастной кожи прекрасный крем. Сейчас я его найду. Вот там Гипнотик Вайпер. Сама им сейчас пользуюсь. Легкая текстура, летом вообще не вызывает никакого дискомфорта, вот дает очень глубокую подтяжку. А вообще, скажем так, самый сильный как бы увлажнитель, это гиалуроновая кислота считается, она у нас входит в состав очень многих кремов, то есть вы можете подсчитать. Опять же, вот все зависит от возраста. И такой момент, что кожа станет у вас увлажненной, когда вы регулярно будете пить омегу. Вот. То есть вот это очень важно. И еще вот тут два вопросика, если можно. Вот какие базовые масла лучше применять для массажа лица? И ваши рекомендации по летнему уходу за кожей. И третий вопрос. Расскажите о результатах. Ну, то есть у кого были какие результаты по применению продукции, насколько я понял. Ну, как бы, да, давайте начнем с первого вопроса. Давайте первый еще раз. Значит, какие базовые масла лучше применять для массажа лица? Именно для массажа лица. У нас, если вы в нашей литературе почитаете, у кого она есть, там рекомендуется смесь жожоба и авокадо 1 к 1. Это идеально, да? Это стопроцентные базовые масла, они не прогоркают, и они очень быстро впитываются. Я встречала косметологов, да, массажистов, которые раньше использовали, не знаю, масло жожоба другого производителя, и они говорили, после массажа мы вынуждены снимать вот то, что осталось на лице. И когда попробовали наши масла, то же самое масло жожоба, они сказали изумительно, то есть за 15-20 минут массажа никакой пленки на лице не остается. Просто они немножко разные, и жожоба, и авокадо. Вообще авокадо, оно может быть для более сухой кожи, жожоба для более жирной кожи, но когда они смешиваются, они уравновешивают друг друга. Авокадо, оно более пластичное такое вот, и на нем как бы легче и приятнее делать массаж. Вот это мое мнение. Но если их смешать 1 к 1, то идеально получается. Я все-таки люблю еще добавлять немножечко органового масла. Оно тоже пластичное, быстро впитывается, хотя оно не стопроцентное. Но оно, мне нравится, как работает органовое масло. И туда добавляем эфирные масла. Но нужно очень аккуратно и не злоупотреблять, потому что они же сами по себе очень высоко концентрированы. Второй вопрос.
Так, сейчас, секундочку. Второй вопрос. Ваши рекомендации по летнему уходу за кожей и какие масла дают лучший лифтинговый эффект? Именно по маслам опять вопрос, да? Хорошо, значит, летний уход за кожей. Но, во-первых, конечно, очищение, оно остается в любом случае утром и вечером, желательно и гелем каким-то, либо пурификантом, либо пенка Виводерм, либо гель из голубой серии Serenity of Use. То есть любой гель, это вот вы снимаете, мы все живем как бы в такой экологически неблагополучной обстановке, что вот все у нас в течение дня у нас осаждается на лице. Все это мы должны снять, плюс какая-то косметика, да. После этого тоник. Тоник тонизирует кожу великолепно. Используйте. У кого проблемная кожа, используйте тоник чайное дерево. Обязательно. Дальше вы уже смотрите. Вы можете крем наносить, либо не наносить. То есть по обстоятельствам. Да? Бывает кожа очень жирная, и там уже хоть какой он расчудесный не будет, но кожа его может и не воспринимать, или человеку ну, как бы некомфортно. Да? Ну, у нас, я же говорю, календула впитывается моментально, крем, кому нужен он, да, кому нравится. Кто-то любит чайное дерево, даже крем для лица использовать. Ну, можно как дневной использовать Viva Active, но он такую пленочку оставляет на коже, это как защитная, это лечебная уже такая косметика, серьезная космецевтика. Из вот этих вот, ну, голубая серия очень нежная, очень тонкая по структуре для возраста до 30, впитывается моментально. Хоть ночной крем, хоть дневной крем, пожалуйста. Вот эта серия также хороша. Дневные кремы вообще все легкие, абсолютно. Но я уже сказала, возрастная кожа, я для себя вот, если конкретно, я использую вот этот, он легкий, он гелевой такой текстуры, полугелевой. И вечером, ну, я один раз в день использую это, один раз в день использую это. Вот. Ничего, кожа не нагружается, абсолютно все нормально. Вот это будет уже, наверное, пожирнее, это будет пожирнее. Это, ну, как бы не то, что пожирнее, жирного-то все равно на лице не остается, поплотнее, скажем. И еще есть великолепный крем для кожи от 30+, можно до 50. Это крем-флюид, здесь просто его у меня нет на выставке, называется крем-флюид букет роз. Исключительный. Вообще в ингредиенты не буду вдаваться, можете почитать флюид букет роз от Vivasan с дозатором. Отличный на лето уход и антивозрастной в том числе. Что касается масел на лето, ну, в первую очередь, конечно, у нас пользуется спросом масло органовое, потому что оно дает великолепную защиту от ультрафиолета. Его довольно много, 200 мл. И перед выходом на улицу я часто им пользуюсь, да, на влажную чистую кожу, таким легким массажем после душа. И кожа, вы увидите, качество меняется. Если даже мы используем органовое масло от растяжек после родовых. Поэтому как бы, то есть здесь еще такой его эффект идет. Можете быть спокойны, ни одно из базовых масел пленкой на коже не останется. Минут 10-15 они впитываются. Наташа, можно по результатам добавить? По результатам... Я свой хотела результат добавить. Какой? Да, конечно, Тань. Да. Значит, по рекомендации Александры Кожевниковой мы делали такую смесь совершенно простую. На 30 мл масла жожоба, именно жожоба она рекомендовала для этих целей, от 5 до 18, видите, разбег какой, капель масла можжевельника. Почему разбег такой, а не конкретно? Все зависит от чувствительности кожи и от проблемы, с которой мы работаем. Я говорю о чем? Второй подбородок. Работает изумительно. Эффект виден достаточно быстро. Ну, достаточно быстро это как? Там 2-3 недели проходит, и уже здесь все меняется. Попробуйте. Просто ну, на самом деле, да, и я что знаю, у нас есть рецептура антицеллюлитная, там причем, я знаю, у нас пользуются девочки, там несколько смесей, тоже Кожевниковой.
То есть они по дням. Конечно, сложные составы, это нужно иметь в наличии много масел, да, эфира. Ну вот, а здесь все По очень дням просто. отработали. И туда можжевеловое масло входит, оно лимфодренаж дает. У нас лимфодренаж дает можжевельник, у нас лимфодренаж дает фенхель. Поэтому их добавлять, это противоотечные, хорошие. Вот, ну, как бы почули подтяжка, лифтинг. И очень хорошую подтяжку оплывшего контура лица дает эфирное масло розы марокканской. Про розу у меня одна потребительница говорит, она добавила розу в крем, довольно-таки, ну, такой несложный крем Вивоактив, да, он очень хороший, там гиалуроновая кислота, и вот она добавила розу. И она говорит, я намазалась, и, значит, где-то через час нанесла, не намазалась, нанесла на лицо, и где-то через час вышла из дома. Говорит, не могу понять. Мне кажется, на меня оглядываются люди. Думаю, проверю еще раз на следующий день. Точно так же все произошло. Дело в том, что роза Марокко, она не только там увлажнение, мелкие морщинки, оно дает сияние лицу. Сияние кожи, Именно да, вот да. как изнутри, как бы именно свечение кожи идет. И очень здорово, люди обращают на это внимание. Ну, может быть, мы как-нибудь проведем эфир именно по применению эфирных масел по уходу за кожей, да, отдельно, потому что рецептов много очень. Но действительно, я зимой активно делаю эти смеси ежедневно с массажами. И люди отмечают великолепное состояние кожи, понимаете? То есть, да, действительно, и цвет, и вот может румянец какой-то, да, естественный, натуральный. Я уж не говорю там противовоспалительные там и прочие эффекты. На самом деле так, да. То есть у кого есть эфирные масла, используйте их более широко. У нас есть изумительное масло иланг-иланга, оно прекрасно по коже работает. Изумительное масло герани точно так же прекрасно работает по коже. Еще какие-то вопросы? В общем-то, у нас эфир, да, уже довольно длительно идет, практически час. Может быть, мы будем заканчивать. Основные понятия мы с вами рассмотрели, да, специфика, да, вот нашей продукции именно от швейцарских производителей. На что они делают упор? На натуральность, на высочайшее качество, на эффективность, да, на эффективность и на то, чтобы восстанавливать естественные резервы кожи. Наталья, спасибо вам большое. Очень интересно, очень все было ознакомительно, очень интересно. И я так думаю, что каждая женщина, девушка, которая хочет быть красивой, она всегда будет ей, потому что это труд. Это труд на самом деле. Чтобы быть красивой, это надо потрудиться и сохранить эту красоту, которую нам дали свыше. Поэтому спасибо большое. Я надеюсь, следующий эфир у нас будет более практического характера, правильно? Мы что-то придумаем, да? Вот, если у девочек нет вопроса, еще раз, Наташенька, спасибо большое. Очень было здорово. Спасибо. Спасибо всем, кто присутствовал. Мне, конечно, было бы интересно узнать обратную связь, но если там присутствовали девочки из моей структуры, да, я думаю, что мы с ними отдельно побеседуем. Вот. Но, в принципе, для первого эфира, как бы, я думаю, что неплохо, наверное. Даже хорошо. Спасибо. Спасибо, Игорь. Мнение мужчины, вам не скучно было? Мне интересно было. Кстати, я не помню, говорила я или нет, но когда, да, вот мужчин спрашивают, что для них красота женщины, женского лица, они говорят, красивая кожа, без косметики. Они остальные ничего не видят. Спасибо, Наташа. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.